Друзья, всем привет! Сегодня у меня для вас сравнение нового и старого Sportage. Если кто-то не знает, Sportage обновился. И сегодня я вам покажу все изменения. У меня два автомобиля, оба в черном цвете. Они примерно одной стоимости. Старый Sportage у нас за $32 500 и новый Sportage 34 865. То есть практически одинаковая стоимость автомобилей. Что изменилось? Передняя часть, естественно, оптика. Решетка радиатора стала более вертикальной. Вот так вот, надеюсь, вам это видно. В целом как будто бы стало интереснее, но это мне так кажется. Ни клиренс, ни в целом габариты автомобилей никак не изменились. То есть объем багажного пространства 1000 литров. Если все разложены сиденья, если сложен задний ряд, то 2000 литров. Клиренс будет отличаться только полный привод и передний привод. Габаритная часть никак не затронута. Диски. Добавились новые дизайны дисков. Вот старый дизайн и новый дизайн. 17, 18, 19 диаметр. Под капотом у нас здесь на 2,5 литра атмосферник. Вы все его должны знать. 9 секунд до сотни. Комбинируется он 8-ступенчатым автоматом. И два гибрида на 1,6 литра. Обычный на 231 лошадиную силу и плагин-гибрид на 268. Стоимость. На сайте вы можете увидеть, что как будто бы за 29 тысяч вы уже можете взять базу, но это вообще не так. 29 тысяч никакие вы не получите, 30, даже скорее всего 32, потому что в любом случае какой-то пакет опций минимальный уже будет. Пока я вам все это рассказываю, вот сравнивайте их лоб в лоб. Примерно за 38-40 тысяч это максималка. Есть комплектация за 45, это плагин-гибрид там, но ее, скорее всего, никто брать не будет, и вам вообще не должно быть это интересно. Еще с этого ракурса сравнение дизайна дисков. Старый и новый. Задняя часть у нас также изменилась, бампер, оптика. Форма оптики осталась старой, новое ее наполнение. Во-первых, это диоды, а здесь у нас еще даже лампочки за те же самые деньги есть. Здесь лампочек уже я не вижу. Бампер стал более выдержанным как будто бы. И очень важный момент. Парктроники. Здесь они просто на одной линии. И на обновленном Sportage боковые парктроники находятся уже чуть выше. Лоб в лоб задняя часть. Новый Sportage и старый Sportage. Напомню еще раз, разница в $2000. Увеличили размер вот этого вот фонарика. Теперь он на 2 сантиметра больше. И давайте посмотрим, как автомобиль покрашен. Практически никакой шагрени я не наблюдаю. На старом автомобиле с тем же светом. Да, тоже все хорошо. По салону давайте со старого я освежу вашу память. Вот так выглядит старый салон. Это везде вот этот марки рояльный лак. Здесь рояльный лак. Два дисплея. Подлокотник. Показываю так быстренько, потому что нам интересен новый, а не старый. Кожа, перфорация, строчка, руль, механические регулировки. Черный потолок. В новом, что вас сразу должно очень сильно порадовать, это отсутствие рояльного лака. Теперь здесь пластик. Он не так красиво выглядит, но только до того момента, пока вы рояльный лак не заляпали. А вот пока это все не заляпано, и с точки зрения практичности, такой пластик намного лучше. Больше таких элементов под металл, больше структурированных деталей теперь. Как будто бы это все стало выглядеть интереснее именно с точки зрения эксплуатации. Сиденье. Также есть перфорация. Здесь уже другая строчка. Та же самая кожа молодого дермантина. Здесь настоящей кожи вы не получите. Хотя, говорят, в максималке будет напа. Но у нас не максимальная комплектация, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Регулировки руля также здесь будут механические. Рояльный лак с селектора КПП полностью убран, но если вы будете брать гибрид или плагин-гибрид, у вас здесь будет шайба, а не вот такой большой селектор. Как будто они просто интереснее два этих дисплея оформили, в остальном, мне кажется, они точно такие же. Ничего не трясется, ничего не скрипит. Добротная сборка, новый руль с косой. Причем с косой как снизу, так и сверху. Руль мне по большей части напоминает, конечно, тыкву, но все новое нам может иногда отзываться не очень хорошо.
Поэтому оценивайте сами. Скос с двух сторон руль. Какой у него может быть плюс? При посадке человек обычно вот так садится и может не задевать это ногами. Это плюс. Но при этом, когда вы будете крутить этот руль, из-за того, что у вас ровного круга нет, вы можете немножко терять ориентацию в пространстве. Но это я, наверное, по большей части про неопытных водителей говорю. Подлокотники 12-вольтовая розетка. Подогревы и вентиляция сидений. Но в нашей комплектации есть только подогревы трехуровневые. Если будет вентиляция сидений, она будет также трехуровневой. Беспроводная зарядка. На этом ключе, допустим, мы вперед-назад ездить не можем. Только открытие багажника, закрытие-открытие, звуковой сигнал. Но, естественно, есть такие ключи, где мы вперед-назад можем кататься с помощью кнопок. Плюс, естественно, телематические сервисы, но они и были и на старом. Это не какое-то новшество. Блок климата и управление мультимедиа точно такой же. Система работает быстро. Немного обновили интерфейс. Не знаю, обновилась ли сама система. Интерфейс чуть-чуть новый, в минималистичном стиле. Только камера заднего вида. Кругового обзора в этой комплектации нет. Но в целом вы должны знать, что он есть. Появился Terrain мод, 3 режима. Влияет на работу муфты. И Drive мод, но он уже был. Также 3 режима. Сиденья удобные. Хочу заметить, что очень длинная подушка. То есть ваши ноги не будут висеть. А в таких автомобилях, которые, ну, явно не самые дорогие, в пределах 30-40 тысяч долларов, такая длинная подушка – это всегда приятно. Задние дверные карты по аналогии с передними также получили все изменения в виде отсутствия рояльного лака, каких-то более фактурных материалов. Все закрыто пластиком. Это то, в чем Kia и Hyundai всегда молодцы. Смотрите, панорама. Она заканчивается дальше. То есть она длиннее, чем в старом Sportage. Мне так кажется. Сейчас мы с вами это проверим. Я быстренько сбегаю туда. Вот прямо камеру к стойке прислонил. Хотя нет, то же самое. Панорама также свой размер не поменяла, мне показалось. Sportage для Америки у нас всегда лонговая. Это значит, что огромное количество мест перед ногами. Я 1,83 м, сел сам за собой. У меня место как в Майбахе. Зарядки в сиденьях, крючки, дефлекторы и все. Очень важный момент, который я забыл озвучить. Теперь в Sportage доступна проекция. Именно поэтому вы здесь такой не очень подходящий сюда кусок пластика видите, потому что в более старших комплектациях есть проекция. А это уже интересно. Проекция в Sportage. Именно у Sportage точно ее еще не было никогда. Какой можно сделать вывод? Конкурентов за эти деньги, конечно, много. Но Kia и Hyundai всегда брали своих покупателей какими-то красивыми деталями, интересно оформленными салонами и внешним видом. Естественно, я вас уверяю, что у конкурентов есть и автомобили с более лучшей подвеской. Есть автомобили, которые быстрее, потому что, ну, 2,5 литра, вот это не самая быстрая машина, но для людей, которые просто ездят с работы до дома, это более чем достаточно. По заднему месту Sportage вообще лидер среди всех конкурентов. И если вы хотите, чтобы у вас было побольше места, какой-то интересный дизайн экстерьера и интерьера, чтобы он больше вас радовал, но при этом вы не заморачиваетесь, как ведет себя подвеска и насколько быстрый ваш автомобиль. Если мы говорим про 30-40 тысяч долларов, то это неплохой вариант. А дальше уже решать только вам. И пишите в комментариях, понравились ли вам обновления Sportage. Если вы в Нью-Йорке и захотите купить себе Sportage или любую другую Kia, контакты лучшего продавца я оставлю в описании. Он не будет тратить ваше время, а время на сегодня это большие деньги. Он не будет мусолить вас, мариновать и заставлять ждать и торговаться. Вы придете, он сразу скажет вам лучшую цену, которую он может вам дать, и вы уже сами решите, брать, нет или уйти к другому дилеру. Всем спасибо, всего хорошего, пока.